Всем здравствуйте! Сегодня я к вам с новой игрушкой. Вот связала вот такого лосика. Вот посмотрите на эту игрушку со всех сторон. Вот такой красивый лось. Эта игрушка может вот самостоятельно сидеть, не нужна опора, так как здесь опорой являются вот такие ножки. По сантиметрам игрушка, если замерять вот от головы и до ножек, то где-то 13-14 сантиметров. Игрушка получается очень красивая. Я связала лосика вот в такой синенькой кофточке. У этой игрушки вяжем ножки, ручки и вот такой носик-мордашку. Начинаем вязать снизу, вывязываем хвостик, ввязываем ножки, ручки, далее вяжем голову и ввязываем мордочку. Из пришивных деталей это ушки и рожки. Рожки вывязываются одной деталью, здесь нет на них больше никаких пришивных деталей. И вот делаем оформление, и получается вот такая красота. По такому принципу мы уже с вами вязали вот такую лошадку. Смотрите, они связаны по одной схеме, только изменения идут уже в голове. Головы вяжутся по-разному. Они тоже вот одинаково все сидят, то есть. И вот вязали еще с вами вот такого красивого пингвинчика. Он тоже самостоятельно вот сидит устойчивый. Ссылки на мастер-классы лошадки и пингвинчика я оставлю на видео и под видео. Если вам понравились эти игрушки, переходите и вяжите вместе со мной. А сегодня мы с вами свяжем вот такую красоту. Для игрушки я использую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и крючок беру 4 миллиметра. Свяжем ножки. Я беру черную пряжу, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Всего будет 6 прибавок, в конце второго ряда 12 столбиков. Третий ряд 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. Повторяем так второй раз, и в конце третьего ряда будет 14 столбиков. 14 ряд, четвертый ряд. В четвертом ряду вяжем 14 столбиков только вот за заднюю стенку, так как за переднюю сделаем обвязку. На черном плохо видно, но вяжем вот только за заднюю стенку. В четвертом ряду последний столбик довязываем не до конца, меняем цвет пряжи на основной. Пятый ряд вяжем
14 столбиков уже основным цветом. Довязываем так до конца ряда, черную нить отрезаем и связываем на 2 узелка вот с коричневым хвостиком. Теперь вот сделаем обвязку. Там, где у нас осталась передняя стенка, я беру темнее коричневый цвет от основного цвета. Вот так присоединяю. И обвязываем соединительными столбиками. Столбики не затягивайте, чтобы не было стянутое вязание. Вяжите свободно. И вот так довязываем до конца ряда. Вот довязали до конца ряда. Получается такая обвязка. Эти 2 хвостика прячем вот так в середину. Вот. И теперь вот эти хвостики завязываем на 2 узелка. 6-й ряд. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. Повторяем 2-й раз и в конце 6-го ряда 12 столбиков. Наполнили наполнителем. 7-й ряд. 6 убавлений подряд. Довязываем до конца ряда. Оставляем ниточку коротенькую, так как ножки будем вязывать. И вот получились такие ножки. Свяжем ручки. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем тоже 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду вяжем 2 столбика. 1, 2 и прибавка. Повторяем так 2-й раз и во втором ряду 8 столбиков. 3-й ряд вяжем 8 столбиков за заднюю стенку. Так как за переднюю будем обвязывать. Последний столбик в 3-м ряду я провязываю синей пряжей, так как игрушка у меня будет в кофточке, потому цвет одежды. 4-й ряд вяжем 2 столбика. 1, 2, убавка. Повторяем 2 раза. В конце 4-го ряда 6 столбиков. Черную пряжу отрезаем. И эти хвостики связываем на 2 узелка. Прячем вовнутрь. И тоже сделаем обвязку темно-коричневой пряжей. Вот так разворачиваем ручку. Присоединяемся за переднюю стенку. И так как обвязывали на ножках, так обвязываем и на ручках соединительными столбиками. Довязываем так до конца ряда и прячем эти хвостики в середину.
И вот 5 и 6 ряды тоже провязали по 6 столбиков. Также наполнили вот нижнюю часть вот эту наполнителем. И теперь 7 ряд. Складываем ручку пополам и провязываем 3 столбика за 2 стороны. Хвостик оставляем коротенький, так как ручки будем ввязывать. Получаются такие ручки. Свяжем носик, мордочку. Набираем цепочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем прибавку. Одеваем маркер. Далее 4 столбика по цепочке. 1, 2, 3, 4. В последнюю воздушную петлю ввязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. Этот хвостик будем ввязывать. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. В первом ряду получилось 14 столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду 2 прибавки подряд. Первая прибавка. Теперь вторая прибавка. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. 3 прибавки подряд. Первая, вторая и третья. 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Получилось 20 столбиков. Третий ряд. 2 прибавки подряд. Первая прибавка. Одеваем маркер. И вторая прибавка. Получается, прибавки мы будем делать по боковым частям. Теперь 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 прибавки. Первая, вторая и еще 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в конце ряда получилось 24 столбика. И еще 2 ряда, 4 и 5, провязала по 24 столбика. Теперь 6 ряд. Вяжем 2 столбика. 1, 2 и убавка. Повторяем 6 раз. В конце 6 ряда 18 столбиков. Вот получился такой носик. Вяжем туловище. Берем основной цвет. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. В первом ряду 8 столбиков без накида. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Довязываем так до конца ряда. Всего будет 8 прибавок. В конце второго ряда 16 столбиков. Третий ряд провязываем 1 столбик. Далее прибавка. И повторяем так 8 раз. В конце третьего ряда 24 столбика. Четвертый ряд 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Повторяем 4 раза. В конце четвертого ряда 28 столбиков. Пятый ряд. В пятом ряду будем ввязывать ножки и вывязывать хвостик. Провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Берем первую ножку и привязываем за 3 столбика вот так за нижнюю часть. 1. Вот привязали. Теперь второй столбик. 2. И 3. Вот привязали нижнюю часть, за верхнюю будем привязывать следующим рядом. Между ножками 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Берем вторую ножку и тоже привязываем за 3 нижних столбика. 1, 2, 3. Вот привязали 2 ножки. Теперь вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. 8. Здесь вывязываем хвостик. 4 воздушных петли. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида 1, в следующую 2 и 3 столбик. И делаем соединительную петлю в сам столбик. Вот получился такой маленький хвостик. Шестой ряд. 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. И будем ввязывать за верхнюю часть. Для того, чтобы не было никаких дырочек, вот вкалываем крючок в тот столбик, из которого вывязывали только что. Столбики сделали накид на крючок. И за столбик на ножках провязываем столбик без накида 1, 2 и 3. Теперь переходим на туловище снова, чтобы не было никаких дырочек. Столбик, из которого только что вывязывали, сделали накид такой на крючок, и переходим на туловище и провязываем вместе. Это один столбик по туловищу. Теперь 2, 3, 4, 5, 6 столбиков по туловищу и привязываем вторую ножку. Снова из того столбика, с которого вывязывали, сделали накид на крючок, переходим на ножку и провязываем по ножке вот первый столбик. 1, 2 и 3. Переходим на туловище. Снова сделали накид на крючок и по туловищу. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хвостик опускаем. Так, 8. Но здесь не до конца. Переходим на цвет кофточки. И следующий ряд начнем вязать цветом кофты. Синей пряжей вяжем 28 столбиков за заднюю стенку. Довязываем до конца ряда. 8 ряд я тоже провязываю за заднюю стенку. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем убавку. Тоже вот за задние стенки. Так, повторяем 4 раза. В конце 8 ряда будет 24 столбика. За переднюю стенку потом будем обвязку делать. 9 ряд, 2 столбика, 1, 2 и убавка. Повторяем 6 раз. В конце 9 ряда 18 столбиков. 10 ряд, 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и убавка. Повторяем так 3 раза. В конце 10 ряда 15 столбиков. И сейчас я хочу сделать обвязку кофточки вот внизу. Ее можно сделать и потом, когда вы закончите вязать синей пряжей. Но я из одного мотка вот из середины достала хвостик и сделаю обвязку, потому что мне так удобней. И вот присоединяю пряжу к передней стенке столбика, который мы оставляли.
И вот так обвязываю соединительными столбиками. Так как мы обвязывали ножки и ручки. Так обвязываем до конца ряда. Вот я еще тело наполнила наполнителями, как видите, теперь такая красивая обвязка кофточки. Теперь 11 ряд. В этом ряду будем вязывать ручки. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. У меня получается 4 столбика. Вы смотрите по своей плотности вязания, сколько нужно провязать вам столбиков, чтобы вязать ручки. Теперь берем ручку и ввязываем 3 столбика вместе с ручкой. 1, 2 и третий столбик. Вот вязали первую ручку. Теперь 3 столбика. 1, 2, 3. Берем вторую ручку и 3 столбика ввязываем вместе со второй ручкой. 1, 2 и 3. Довязываем до конца ряда 2 столбика. И в конце 11 ряда получается 15 столбиков. Вот так игрушка смотрится связанными ручками. И 12 ряд тоже провязываем 15 столбиков без изменения. Довязываем их так до конца ряда. Последний столбик в 12 ряду переходим на основной цвет. И будем вязать основным цветом. Эти вот ниточки можно вот так завязать. И продолжаем вязать основным цветом. Это уже будет голова. И в 13 ряду вяжем 15 прибавок. Довязываем вот так до конца ряда. И в конце 13 ряда будет 30 столбиков. В 14 ряду будем делать прибавки и ввязывать мордочку. Провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавка. Теперь 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Прибавка. И теперь вот здесь будем вязывать мордочку. Вот складываем ее пополам. Вот я отметила маркером, где будем вязывать мордочку. Вы смотрите по своей плотности вязания, размечайте, где вы будете ввязывать мордочку. Прибавки идут по бокам мордочки, и вот на голове тоже
по бокам симметрично. Вяжем 9 столбиков вместе с мордочкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Прибавка. Четыре столбика. 1, 2, 3, 4. Прибавка. И еще 2 столбика. В конце 14 ряда 34 столбика. Прибавки в начале и в конце мордочки. И вот где-то в этих местах. 15 ряд. Вяжем 15 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Переходим на носик, чтобы не было дырочек, так как и в ножках. Сделали вот накид на крючок из петельки, из столбика, с которого уже вывязывали, и переходим на мордочку. И вот провязали по мордочке 1 столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Снова делаем в тот столбик, из которого вывязывали, сделали накид на крючок и переходим на голову. Провязали столбик по голове. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В 15 ряду 34 столбика. 16 ряд тоже провязываем 34 столбика. 17 ряд тоже 34 столбика. 18 ряд вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, убавка. Повторяем так 4 раза. И еще вот в конце ряда осталось 2 столбика, довязываем их. И так в 18 ряду получается 30 столбиков. 19 ряд 30 столбиков. Вставила глазки на безопасном креплении, они 14 миллиметров, расположены между 18 и 17 рядами, и между глазиков 6 столбиков. Теперь
Так, и еще же наполнила наполнителем вот носик. Теперь вяжем 20 ряд. 3 столбика, 1, 2, 3 и убавка. 20, так повторяем 6 раз. В 20 ряду 24 столбика. 21 ряд, 2 столбика, 1, 2, убавка. Повторяем 6 раз. В конце 21 ряда 18 столбиков. Наполняем наполнителем. 22 ряд, 1 столбик, убавка. Повторяем так 6 раз. В конце 22 ряда 12 столбиков. Последний 23 ряд, это 6 убавлений подряд. Прячем верхнюю дырочку за передние стенки каждого столбика. Ниточку затягиваем в середину игрушки, выводим сбоку. И вот получается такая игрушка. Продолжаем далее вязать. Сделаем утяжку для глазиков. Прокалываем иголку внизу головы. Выводим в уголочке глазика. Хвостик внизу оставили. Переходим на второй уголок этого же глазика и выводим внизу через один столбик. Точно так же проделаем со вторым глазом. И теперь подтягиваем эти ниточки и завязываем на узелок. На один. Перехожу на второй глаз. Делаем такую же утяжку. Смотрим, чтобы утяжка была одинаковая. И потом завязываем по второму узелку. Эти ниточки прячем вовнутрь изделия. Свяжем ушки. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В первом ряду 5 столбиков. Второй ряд. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 5 прибавок, и в конце ряда получается 10 столбиков. И еще 2 ряда, третий и четвертый, провязываем по 10 столбиков. Складываем теперь ушко вот так пополам и провязываем за обе стенки 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Ниточку отрезаем, оставляем для пришивания. И вот получаются такие ушки. Беру пряжу молочного цвета и вяжем рожки. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда
вяжем по прибавке. Всего 6 прибавок и в конце второго ряда 12 столбиков. Третий ряд 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. Повторяем 2 раза. В конце третьего ряда 14 столбиков. Четвертый ряд. Вяжем 14 столбиков без изменения. Довязываем до конца ряда. Пятый ряд. 3 столбика. 1, 2, 3 и 4 убавки подряд. Первая убавка, вторая убавка, третья и четвертая. Довязываем 3 столбика. 1, 2, 3. В конце ряда 10 столбиков. Возьмем наполнитель и немного наполним наполнителем. Теперь шестой ряд. 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и убавка. Довязываем еще 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. В конце шестого ряда получилось 9 столбиков. Седьмой ряд. Вяжем тоже 9 столбиков. Довязываем их до конца ряда, берем наполнитель и наполняем наполнителем. Восьмой ряд. 3 столбика. 1, 2, 3. И теперь свяжем еще один маленький рог, такую как шишечку. Сделали 2 накида на крючок и провязываем 4 столбика не до конца с 2 накидами. Так, не до конца. 1, 2, 3 и 4. Вот у нас 1, 2, 3, 4, 5 петелек. И провязываем их все вместе. Вот получается такая как шишечка, такой рог. И довязываем 5 столбиков до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Без изменения 9 столбиков. Девятый ряд. Тоже провязываем 9 столбиков. Довязываем до конца ряда. Десятый ряд. 1 столбик и убавка. Так довязываем до конца ряда. 1 столбик, убавка. И еще повторяем 1 столбик и убавка. Получилось 6 столбиков. Отрезаем ниточку так, чтобы было чем пришивать.
еще берем наполнитель, дозаполняем, и когда вот наполняем, там, где сделали убавки, так формируем, чтобы получался более такой вот кружочек. И вот получается рога связаны. И вот прикрепила булавками первый рог и будем пришивать. Вот за основную деталь, за голову сделали стежок. Теперь за столбики на рогах. Снова основная деталь. И столбики на рогах. Так пришиваем с одной стороны, потом переходим и пришиваем второй. Вот пришили рожки. И теперь будем пришивать ушки. Берем вот ушко, складываем пополам. Делаем вот первый такой стежок. Прикладываем ушко вниз, там, где были рога. Я вот так разверну, мне так удобнее будет пришивать. И теперь тоже вот за основную деталь, за голову. Так, и вот здесь, чтобы вам было видно, за две половинки ушка. Ниточку подтягиваем. Снова близко вот к рогам. За голову. И снова за ушко. Вот первое ушко пришили. Также пришиваем второе ушко. Здесь делаем узелок или оставляем вот пришитых два ушка, два хвостика, связываем на два узелка и прячем вовнутрь изделия. И вот пришили ушки. И еще я сделала оформление. Вот так вышила носик крестиком, вышила белки возле глаз, такие вот реснички и бровки. И игрушка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!